Привет, друзья! Пока в официальных заявлениях Берлина звучат обтекаемые фразы о некоторых технических разногласиях, за кулисами настоящая политическая буря. Как стало известно из документа, попавшего в руки одного из ведущих немецких изданий, Германия отказалась подписывать ключевой план по военной безопасности Европейского Союза, над которым в течение месяца работал Париж. Этот план предполагал создание нового координационного центра, усиление совместных операций и даже разработку общих правил применения вооруженных сил на границах Союза. Мерц, по словам одного из экспертов, не хочет, чтобы Германия играла по правилам, написанным в Париже и Брюсселе. Особый резонанс вызвало то, что отказ Германии совпал с визитом делегации НАТО в Брюссель, где обсуждались новые рамки взаимодействия ЕС и Альянса. В результате Франция оказалась в унизительной ситуации, ее оборонная инициатива фактически провалилась. А в кулуарах европейских структур уже обсуждают, что это может быть началом политической изоляции Германии в сфере обороны. И вот где начинается настоящая драма. Как сообщают источники, близкие к Елисейскому дворцу, отказ Германии поддержать оборонный план Европейского Союза вызвал настоящую панику в штабе Эммануэля Макрона. Один из высокопоставленных чиновников в кулуарах заявил, что действия Берлина – это уже не согласие, а прямой политический саботаж, угрожающий архитектуре всей европейской безопасности. По мнению аналитиков, этот шаг Мерца может быть не спонтанным, а частью глобального разворота немецкой внешней политики. Формально Германия остается в Союзе, но по сути все чаще действует самостоятельно, выстраивая свой оборонный курс. Как отмечают источники, близкие к оборонным комитетам Бундестага, у Мерца есть поддержка части военных и бизнес-элит, которые считают нынешнюю концепцию европейской безопасности неэффективной и устаревшей. А в Париже тем временем нарастает тревога. Французские СМИ открыто уже пишут о наиболее серьезном кризисе доверия между Берлином и Парижем за последние 20 лет. И все чаще задаются вопросом, не выходит ли Германия из-под контроля. Но вот где начинается самое опасное. Пока официальные лица Берлина сохраняют видимость стабильности, за кулисами разворачивается одна из самых опасных финансовых интриг последнего десятилетия. Как сообщают источники, знакомые с внутренними обсуждениями в Министерстве финансов, Германия фактически вынуждена влезать в долги, чтобы выполнить требования Брюсселя по новым зеленым программам. Причем я хочу вам напомнить, что эти обязательства напрямую противоречат экономической политике Фридриха Мерца, который выступал против очередного расширения зеленой политики без реальных расчетов и пользы для немецкой экономики. По данным одного из ведущих финансовых аналитиков, давление Берлина усиливается не только изнутри Европейского Союза, но и со стороны внешних кредиторов, в том числе структур, аффилированных с МВФ. Речь здесь идет о сложной схеме, при которой Германия должна сначала внести средства в общеевропейский климатический фонд, а затем компенсировать перерасход через целевые заимствования. Все это ведет к долговой спирали, которая, по мнению экспертов, может напоминать греческий сценарий 2010-х годов, только теперь ставки намного выше, ведь на кону крупнейшая экономика в Европе. С каждым днем ситуация становится все более нестабильной, и скандал набирает свои обороты. Как стало известно из чернового меморандума Еврокомиссии, попавшего в прессу, страны Европейского Союза, отказывающиеся соблюдать цели по так называемой зеленой трансформации, обязаны компенсировать свое несогласие деньгами. Причем речь идет не о штрафах, а о финансовых взносах, соизмеримых ущербу климатическим целям Союза. На практике это означает одно: Германия должна будет платить миллиарды только за то, что не хочет идти в фарватере Брюссель. Этот механизм был разработан в закрытом режиме и не выносился на открытое голосование. Некоторые называют это экологической ловушкой, инструментом принуждения под видом заботы об окружающей среде. По словам одного из сотрудников ЕЦБ, если Берлин начнет отклоняться от зеленого курса, будут последствия, в первую очередь финансовые. То есть Германия уже не просто крупный донор, а потенциальный штрафник за собственную политику. Реакция Фридриха Мерца не заставила себя, конечно же, ждать. На одном из закрытых заседаний, как утверждает инсайдер, он заявил: «Мы не будем вечно расплачиваться за ошибки других стран. Если кто-то провалил реформы, пусть несет ответственность сам».
Эта фраза уже разошлась в европейских политических чатах как признак того, что терпение Берлина заканчивается. Тем временем в кулуарах Евросоюза один из бюрократов в неофициальной переписке назвал поведение Германии вредным для целостности проекта Европейского Союза и подчеркнул, что Берлину пора напомнить, кто тут устанавливает правила. Обозреватели отмечают, что подобные выражения ранее были допустимы только по отношению к странам с деструктивным курсом, вроде Венгрии или Польши. Теперь в эту категорию стремительно перемещается и сама Германия. Что особенно настораживает? В этих меморандумах, по словам экспертов, прописаны механизмы блокировки доступа к фондам Европейского Союза для стран, не выполнивших зеленые обязательства. Фактически это экономическое, скажем так, удушение под благоприятным предлогом. И в этом сценарии Германия становится не руководителем, а именно заложником процесса. Но дальше еще интереснее. Пока на федеральном уровне идут горячие дискуссии о миграционных квотах и обязательной солидарности с Брюсселем, в самой Германии вспыхнул неожиданный, но мощный бунт снизу. Как сообщают источники, близкие к ассоциации немецких городов, целый ряд мэров крупнейших муниципалитетов, включая Мюнхен, Штутгарт, Дрезден и часть пригорода Кёльна, направили официальные протестные письма в адрес правительства Фридриха Мерца. Поводом стала новая волна распределения мигрантов в Германии, спущена из Берлина в соответствии с общеевропейскими нормами. Об этом говорится и в документе, попавшем в распоряжение журналистов. Там мэры прямо называют ситуацию неприемлемой, а политику центра угрожающей социальному порядку. По данным инсайдеров, на закрытом совещании в Баварии один из руководителей региона заявил: если Берлин не слышит наши голоса, мы начнем действовать автономно. Это прозвучало как прямая угроза саботажу, и по факту саботаж уже начался. Несколько городов отказались предоставлять новые места в центрах размещения, а один из мэров в интервью открыто признал: мы не будем принимать людей, которых не можем ни накормить, ни интегрировать. Это уже не гуманизм, это разрушение. Такой уровень сопротивления решениям центра беспрецедентный. Даже во время миграционного кризиса 2015 года не было настолько откровенного неповиновения. Как пишут немецкие аналитики, речь идет не просто о протесте, а о формировании нового слоя локальной власти, готового бросить вызов Берлину. В некоторых землях рассматривают законопроекты, позволяющие частично игнорировать федеральные распоряжения, если они угрожают региональной стабильности. Показательно, что в федеральном правительстве не смогли оперативно прокомментировать действия мэров. Один из депутатов от ХДС, по данным инсайдеров, на внутреннем заседании заметил: если мы теряем города, мы теряем всю страну. Это заявление стало сигналом, противостояние между столицей и регионами вышло из-под контроля. Но это только верхушка айсберга. Как пишут аналитики Шпигель, немецкое единство сегодня больше похоже на декорацию, чем на реальность. За фасадом общей политики все больше признаков системного разлома между федеральной властью и регионами. По данным источников, знакомых с ситуацией в Бундестаге, несколько земель уже ведут закрытые консультации по поводу ограничений вмешательства Берлина в их внутренние дела. Формально речь идет о поправках в административный кодекс. Но по сути, как отмечают наблюдатели, это подготовка к новой модели власти, где центр теряет часть влияния. Особо активно эти процедуры идут в Баварии, Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии. Как сообщают источники, близкие к правительству Саксонии, в ближайшие недели планируется обсуждение так называемого регионального пакта, который позволит земле самостоятельно регулировать миграционную политику, распределение бюджета и даже в ограниченном виде внешнеэкономические контракты. Это уже не просто вызов, а мягкий подрыв централизованной вертикали. Политологи называют это эффектом домино, когда одно решение в отдельно взятой земле запускает цепную реакцию по всей стране. Уже сейчас эксперты предупреждают, если Берлин не начнет слушать регионы, они начнут жить по своим правилам. Особенно заметно это стало на фоне противоречий по военному бюджету и тем же зеленым реформам. Ряд регионов отказались выделять софинансирование на программы, инициированные центром, мотивируя это несправедливой налоговой нагрузкой. Как сообщают инсайдеры, из Берлина уже отправлены строгие письма предупреждения, но реакции практически нет.
Впервые за десятки лет федеральный центр оказался в ситуации, где его указы игнорируются не протестующими, а властями на местах. Все чаще звучит мнение, что Германия переходит в фазу конфедеративной турбулентности, когда власть не рушится в один момент, но постепенно растворяется в хаосе локальных решений. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.